Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Сегодня будем рисовать цветки бегонии. Я услышала одну очень интересную легенду или историю, даже не знаю, как в Китае один человек пригласил друзей ночью полюбоваться луной на лодке и взял с собой бегонию, цветки, которые еще не распустились, и обставил ее красивыми красными свечами, чтобы в процессе их прогулки от тепла свечей бегония раскрылась. И мне захотелось нарисовать бегонию. Поэтому ее и рисуем. Для изображения цветков мы набираем на кисть сначала ярко-бордовый цвет и 4 лепестка в общей сложности мы отображаем, оставляя пространство в середине, чтобы затем заполнить серединку цветом, когда краска на лепестках подсохнет. Мы что делаем? Прижимаем кончик кисти или кисть до половины и оставляем такой отпечаток и группируем эти отпечатки в общей сложности по 4. Постепенно кисточка будет отдавать краску, и краска будет светлеть. И мы это используем и нарисуем другие цветки. Соответственно, какие-то будут выделяться больше, а какие-то меньше. Можно и самостоятельно разбавить бордовый цвет больше водой, чтобы получить более светлый его оттенок. Также можно взять и красный цвет и некоторые из цветков изобразить красным цветом. Соответственно, какие-то цветки выйдут на передний план, а какие-то будут служить для них задним планом. Теперь, после того, как мы изобразили достаточное количество цветов и наметили расположение веток, мы рисуем стебель. Для этого смешаем бордовый с зеленым цветом, потому как ствол бегонии он имеет либо более зеленоватый, или более коричневатый, или более красно-бордовый оттенок. Мазок кисти. Соответственно, в начале, где ствол шире, мы прижимаем кисть целиком и делаем движение, делаем линию от точки до точки, то есть мы сделали движение и остановились, сделали движение и остановились. Где нам нужно получить более толстую линию, мы более прижимаем кисть, где более тонкую линию, соответственно, мы оказываем меньшее давление на кисть. Но смысл такой, чтобы образовать такие интересную структуру стволов и веточек у бегонии, нам нужно именно делать движение и останавливаться, движение останавливается, то есть линия, остановка, линия от точки до точки. И так мы наращиваем необходимую нам длину стебля или ветки. Есть такие составы на стебли и ветках бегонии, они напоминают чем-то такие, как у бамбука. То есть, в принципе, они рисуются тем же самым образом. Мы рисуем такие звенья. Сначала фиксируем кончик кисти точкой, проводим горизонтальную линию и опять делаем немного похожее движение на запятую. Там, где эти составы очень маленькие, там можно просто поставить отпечаток кончика кисти или точку. Тонкими линиями, самым кончиком кисти мы нарисуем несколько цветоножек для цветков, на которых они держатся. Мы всегда можем это дополнить, если сочтем недостаточным то, что мы уже изобразили, точно так же, как и количество цветков. Теперь мы заполним серединки у цветков, так как краска уже подсохла. Для этого желтый мы смешиваем с белым, так как желтый сам по себе весьма прозрачен. Можно добавить и оранжевого. Или некоторые более желтоватые серединки сделать, а некоторые более оранжевые. Просто прикосновение кисти, краска распределится сама. Это рисовая бумага, она хорошо впитывает и влагу, и краску. Переходим к изображению листьев. Используем оттенки зеленого. Исходя из цвета цветков бегонии, которые мы изобразили, соответственно, и листья будут более темные, более насыщенные, и часть листьев будет уходить либо в бордовый, либо в красный, либо даже в коричневые цвета, но часть листьев мы изобразим ярко-зелеными. Какой мазок? Каким мазком мы это делали? Мы просто прижимали кисть целиком от кончика до пяточки и проводили, так сказать, линию, и эти линии выстраивали в ряд друг за другом, группируя форму листа. Листья
Вообще у бегонии очень много разных сортов, и листья, соответственно, у них выглядят по-разному, так же, как и цветки. В данном случае хотелось передать у этого сорта именно структуру их листьев. И поэтому прожилки, которые я сейчас изображаю, и очертания листа, контур выглядит соответственно. Для этого я взяла более темный зеленый и работала кончиком кисти. Изображаем листьев достаточно много, чтобы заполнить пространство, но не везде. Картина должна дышать, и между ними тоже должно быть пространство. Для изображения прожилок мы работаем кончиком кисти. Сначала фиксируем кисточку точкой, и затем тонкими линиями проводим прожилки и делаем контур цветка, такой весьма прерывистый и зигзагообразный. Наметим почву оттенками зеленого, бордового, коричневого цвета, просто оставляя отпечатки кисти и используя достаточное количество для этого влаги и группируя эти отпечатки рядом с друг другом. Если это необходимо, в некоторых местах мы подводим веточки к листьям, зафиксировав кисточку точкой в начале движения и проведя линию необходимой толщины. Как я и говорила, если нам покажется нужным, мы можем добавить цветки более яркие или более блеклые, в зависимости от того, как нам кажется более интересным, теми же самыми мазками, о которых мы говорили в самом начале нашего видео. И последнее, что мы сделаем, это добавим такой некой экспрессии, и некоторые сорта бегонии даже имеют на своих листьях белые точки или даже прожилки и другие разные интересные формы белых отпечатков. Мы некоторые точки прямо-таки прорисовываем, делаем их разного размера, не делаем их все одинаковыми, делаем это белым цветом, а затем, набрав достаточное количество влаги и также цвета, мы делаем напрыски, ударяя кистью об палец. Напрыски мы это стараемся распределять именно по листьям. Стараемся не попадать на ствол и цветки. И это будет последнее, что мы сделаем. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе с вами нарисовали.